Эта схема воровства работает следующим образом. Специально ставят двое весов и выставляют точное количество килограммов, которые они хотят своровать с вашего автомобиля. Потом автомобиль на завальной яме разгружается, возвращается назад на весы для того, чтобы старироваться. И таким образом вас могут обвесить и на тонну и больше. Сегодня мы расскажем вам о том, как элеваторы обманывают на автомобильных весах своих поклажедателей. И разобраться в этом нам помогут специалисты компании Техноваги, город Львов. На сегодняшний день самые популярные весы на элеваторе 80-тонные, потому что наше правительство не решило проблему с перегрузом на дорогах, и каждый день на элеватор заходит все больше фур с весом брутто больше 60 тонн. Весы – это измерительный прибор. И они, как каждый измерительный прибор, имеют гранично допустимые ошибки взвешивания. Если мы говорим о 80-тонных весах, то они следующие. Заехали вы на эти весы своим газончиком, полностью загруженным зерном, его вес железобетонно будет меньше 10 тонн. Если он таков, то весы не должны показать вес вашего зерна нетто меньше 20 килограммов. Если вы заехали на эти весы на зиле с прицепом, его вес брутто должен быть в пределах 40 тонн. И весы покажут вес вашего зерна, если, конечно, они правильно настроены, меньше только на 40 килограмм. Если же вы возите на элеватор зерно фурами, то брутто фуры будет больше 40 тонн. И когда автомобиль проходит полностью процесс взвешивания, то эти весы не должны уменьшить ваш вес более чем на 60 килограмм. Но в реальной жизни получается так, что на элеваторе мы часто встречаем двое весов. Почему их ставят двое? Одни собственники ставят двое весов для того, чтобы сделать движение автотранспорта на элеваторе удобным для всех. Поэтому одни весы ставят на въезд, другие на выезд. Часто эти весы находятся даже в разных частях элеватора. В другом случае собственники переживают о том, что весы могут поломаться, и поэтому ставят дублирующие весы. И они спокойны, что если одни весы поломаются, другими весами можно будет работать, не останавливая в сезон процесс приемки зерна на элеваторе. Третьи же собственники специально ставят двое весов и настраивают их таким образом, чтобы на этом неплохо зарабатывать. И вот как можно неплохо зарабатывать на автомобильных весах, мы вам сейчас расскажем. Подписывайтесь на этот канал, и вы узнаете то, о чем не говорят вслух. Если на элеваторе стоят механические весы, процесс взвешивания получается следующим образом. Механические весы имеют котлован глубиной примерно 2 метра. В этих весах сидит человек. Когда автомобиль с зерном заехал на весы, чтобы сбрутироваться, этот человек не делает никаких манипуляций. Потом автомобиль на завальной яме разгружается, возвращается назад на весы для того, чтобы старироваться. И вот здесь человек под платформу подкладывает заранее приготовленный или кусок железа понятной толщины, или камешек, или какой-то другой высокотехнологичный прибор. Для того, чтобы платформа в момент взвешивания не села полностью. И таким образом вас могут обвесить и на тонну и больше, в зависимости от того, сколько у этих дельцов наглости хватит.
Если на элеваторе установлены электронные весы с аналоговыми датчиками, эта схема воровства работает следующим образом. Под платформой весов установлены 8 датчиков. Все эти 8 датчиков кабелями связаны с клеммной коробкой, от которой идут следующие кабеля к весовому процессору. Так вот, на этом участке от весового датчика к клеммной коробке умельцы вшивают радиоуправляемый резистор. С помощью пульта управления они выставляют точное количество килограммов, которые они хотят своровать с вашего автомобиля. Таким образом, неплохо на этом зарабатываем. Если на элеваторе стоят электронные весы с цифровыми датчиками, работать таким друзьям уже тяжелее. Но они придумали новый способ обмана. Эти люди, понимая тот факт, что они не могут влезть в весоизмерительную систему весов, делают или новую прошивку к уже существующей, вшитой в контроллер весов, либо же пишут свою программу, которая, получая сигнал с весового процессора, трансформирует ее и в 1С или какую-то другую программу, которая работает у вас на элеваторе, записывает уже другое значение веса. Мой совет директорам элеваторов. Вот эти все друзья, которые занимаются махинациями на весах, могут работать как в сторону элеватора, обманывая на этом поклажедателей, так и в сторону поклажедателей, обманывая на этом сам элеватор. И для того, чтобы избежать этого урона, ваша служба безопасности должна контролировать пломбировку весов и все моменты, связанные с ограничением доступа к процессу взвешивания этих суперспециалистов. Теперь переходим к плюшкам. У вас в хозяйстве лежит, к примеру, 5000 тонн зерна. Это кукуруза, стоимость тонны которой 6000 гривен. Вам эту партию зерна нужно перевести на элеватор. Один автомобиль в среднем берет на себя 35 тонн веса. Для того, чтобы перевести эту партию, вам нужно примерно 142 автомобиля. В процессе перевозки зерна на элеватор, если элеваторные весы обманывают вас хотя бы на 200 килограмм, то когда вы перевезете всю эту партию зерна, у вас украдут 28 тонн зерна. Вы помните, что 1 тонна стоит как минимум 6000 гривен, если это кукуруза. Но если это рапс или соя, то тонна будет стоить и 12 тысяч, и больше. Потому по кукурузе вы попадаете как минимум на 168 тысяч гривен только на этой одной партии. А теперь давайте с вами подумаем. Вы хотите зарабатывать на этом? Или вы хотите дарить эти деньги перекупщикам или элеваторам? Успехов всем!